And everybody where I live is really into their church. И все в том месте, где я живу, они настоящие последователи своей церкви. And just somewhere down the road, there's some other religious group that are really into their temple. А дальше чуть-чуть по дорожке есть другая религиозная группа, которые очень являются верными последователями своего храма. So wherever you go, you meet people's perceptions and conceptions, and they always want to put on you something and move you in their direction and assume this is the best way to be. Поэтому куда вы ни отправитесь, вы просто встречаете людей, которые пытаются вас чем-то заинтересовать, что-то вас в чем-то убедить и предложить вам пойти куда-то с ними. И при этом они полностью убеждены, что это самое лучшее, куда вы вообще можете пойти. And it takes such discipline to simply not listen to them. И чтобы просто хотя бы не слушать их, для этого требуется такая дисциплина. To say yes, yes, very good. Просто чтобы сказать, да, да, молодцы, очень здорово. Yes, thank you. Хорошо, спасибо. And it means nothing. Так, чтобы для вас это вообще ничего не значило. You can't imagine the discipline, because sometimes I just, you know, I guess you're starting to catch on the way I am. Sometimes I just want to just rip them into little pieces philosophically. And just... Надеюсь, вы сейчас, после этого признания, уже понимаете, каков я на самом деле. И я вам дальше скажу, что иногда я смотрю на таких людей, мне хочется их взять просто на мелкие-мелкие кусочки взорвать. But I don't do that. Как в философском смысле. But I don't do that. I say, yes, yes, thank you very much. Но я этого не делаю, конечно. Я говорю, да, да, спасибо большое. This takes big time discipline. Для этого требуется очень большая дисциплина. Because everybody in the world thinks it's their responsibility to make you like them. Потому что все, буквально все в мире чувствуют себя огромную ответственность, чтобы сделать вас такими же, как они сами. So I decided I'm going to be just the opposite. I want you to be like you. Поэтому я решил, я сделаю прямо противоположно и сделаю вас такими, как я. And like I said, такими, как вы. Потрясающую фразу не перевел. Скажите, пожалуйста. Я сделаю так, чтобы вы стали самими собой. Такими, какими вы сами есть. Да. Я попытаюсь вас сделать такими, какие вы сами. You don't want to be like you? Самое главное. Наверное, я сам не хочу быть собой, поэтому я даже не понял, в чем была фраза. Can we help this poor boy? Переведи, Это он сказал. Who do you want to be like? Maybe a little bit like you. Like me? Thanks a lot. Unbelievable here. He's my translator and he's destroying my entire lecture. Можете себе представить, переводчик в самый ответственный момент все использует. We're just having fun, don't worry. Но не беспокойтесь, мы просто шутим. You gotta have fun. Life has gotta be fun. You gotta lighten up and laugh. Laughter is absolutely the best medicine there is. Вообще важно шутить, потому что шутки должны быть в жизни. Вообще смех — это самый могущественный целитель. And Pramavati is going to walk out of here totally cured. I'm always cured. I'm always laughing. And he is always laughing. Больше всех исцелилась. Yes. Вот вы когда говорили, вот если взять эту всю историю, то это история, по сути, человека, который вышел из тюрьмы. Ну правда, как будто он в тюрьме сидел много лет и вышел на свободу. И я хотела спросить, а что было, это вы правда себя чувствовали закрепощенным? И если да, то что было вот этой тюрьмой? Религия или воспитание там? Listen to the story. It really feels to me like you're a person who just released himself from a prison. And could you describe what was it exactly the prison? Did you feel the really like suppressed? Was it religion or something? Или это просто метафора для других людей?
метафора, зная, что другие люди чувствуют себя закрепощенными, вы такую метафору рассказали им. Knowing that other people are imprisoned like this, bounded like this, you gave this metaphor. И еще вопрос, родились ли вы свободным? Или вы родились, чувствуя себя закрепощенным, а потом пришли к свободе? And another question, was you born free, or was you born bound, and then you found your way to freedom? Look, when I started off yesterday, you weren't here, and also I said it again today, everything I'm saying here is my experience. Вчера, если вы были, вчера я с этого именно и начал. Я начал говорить с того, что все, что я говорю здесь, я пережил на собственном опыте. I'm not, even if it's funny what I'm saying and everything, it's not that I have a script. I'm talking from experience. Даже если может звучать очень весело и смешно то, что я говорю, но я не говорю по сценарию, я говорю просто от собственного опыта. I've been through all these stages. I've done all this stuff. Я прошел все эти стадии, я делал все, что нужно. That's why it's so easy for me to talk about it. Именно поэтому мне так легко об этом говорить. And how was I born? I suppose like everybody else, upside down and a whack on the rear. И как я родился, думаю, как и все, вниз головой. I had a very interesting life. У меня была очень интересная жизнь. One of my friends in Gainesville, he introduces me to people saying, "Oh, this is Hari. He's actually lived about 5 lifetimes. He's a very interesting person to talk to." Один из моих друзей в Гейнсвилле, он меня представляет другим следующим образом. Он говорит, вот это Хари, очень интересный человек. Он за свою жизнь словно 5 жизней прожил. He's a big shot in the government there, and he's always like carting me out sometimes and talking. Он там занимает большой пост в правительстве и постоянно меня как бы пытается продвинуть куда-то. I was actually, I would say, fairly quiet as a child. Когда я был ребенком, я был действительно довольно молчаливым ребенком. And I basically just like to read a lot. И мне нравилось просто много читать. Now the librarian used to laugh at me because I would come in once a week with a pile of 7 books and I'd walk out with another pile of 7 books. Надо мной библиотекарь смеялся, потому что я каждую неделю приходил, сдавал ему стопку 7 книг, брал другую стопку 7 книг. And it's funny, every one of those books was a biography. И что интересно, что все эти книги были биографии кого-то. I love biographies. Я люблю биографии. Not anymore, but I mean in those days I just couldn't get enough of biographies. Сейчас уже не так, но в те дни я просто не мог их начитаться. Anything about a person's life I wanted to know every little detail. В отношении чьей-то жизни я хотел знать во всех подробностях. And I used to play sports non-stop. Спортом занимался без передышки просто. And as far as studying, that was a terrible idea. Что касается обучения, то это мне не очень-то нравилось. Intellectually, I was incredibly lazy. В интеллектуальном смысле я был невероятно ленив. I did the minimum I could. Я просто, так сказать, по минимуму обучался. Except in math. Кроме математики. I had to get 100 on every test. If I didn't get 100 on a test, I was very upset. В математике я старался 100% получать круглую пятерку по всем экзаменам. Если не было 100%, я очень огорчался. Anyway, I went through college. Yeah, I graduated. Yeah, I got a degree. Yeah, I was a teacher. Ну, в любом случае, я обучался в колледже, получил степень, стал преподавателем. I was in the fire department. Работал пожарником. I have a degree in firefighting. У меня даже есть разряд пожарника. I went to architectural school. Профессиональный. Я также занимался в школе. I wrote articles which were published in the main newspapers. Учился на архитектора. Articles. В главных газетах печатали мои статьи.
A friend of mine told me I used to write for the Rolling Stone, but I think I was so stoned I don't remember. Мой друг даже рассказывает, что я когда-то писал о Rolling Stones. Нет, для журнала. Писал в журнале Rolling Stones, но я думаю, я, скорее всего, был в таком состоянии, что я даже не помню об этом. Like they say, if you remember the 60s, you weren't there, so I guess I was there. Знаете, есть поговорка, если вы помните, что было в 60-е, то, скорее всего, вас там тогда не было. I played a lot of music. А я там был. Я очень много музыкой занимался. A lot of my family members and my friends and my neighborhood people are incredibly famous and well known all over the world. Многие мои члены семьи, мои друзья, они очень прославились, известны по всему миру. And the week after I made my first contacts with Columbia Records and I was going to make an album, I joined the Hare Krishna movement. И в ту самую неделю, когда я начал вести свой дневник Колумба, Какой Колумба? Должен был диск издать. в ту самую неделю, когда я должен был записать диск из Columbia Records, в ту самую неделю я решил присоединиться к Харе Кришне. So I started off as a, how should we say, one who were in the very beginning of the experiment. Поэтому я начал буквально, можно сказать, с нуля, как тот, кто в самом начале эксперимента. And I was sent off to India, А потом меня вообще в Индию послали, where I ended up living for a long time. где мне пришлось пожить довольно долго. And I ended up being secretary of the person the founder of the thing. И в конце концов я стал секретарем основателя. And I got a lot of big positions. Занимал много высоких постов. And I did a lot of far out things. И вообще много чего делал. In 1977 I came here, 78. Очень необычного. В 1978 году я впервые приехал к вашей стране. And after that, I guess a lot of you people remember, many things started happening. И после этого, я думаю, многие уже знают, помнят, как все это начиналось.